Salute people! Ну что, Россия планирует легализовать пиратский софт, а в то же время видеокарты в Европе приближаются к розничным ценам. Плюс ряд компаний, что игровых, что социальные и банковские сети, продолжают или покидать, или вводить ограничения на территории РФ. Итак, издание «Коммерсант» заполучило в свои цепкие журналистские лапы проект документа под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Документ по своей сути достаточно любопытный, и в частности в нем предложено снять административную и уголовную ответственность за использование программного обеспечения странами которых являются государства, поддерживающие санкции против России. То есть, грубо говоря, можно сделать софт, который является пиратским, легальным, если этот софт идет от компаний или от тех стран, которые накладывают санкции. И по мнению составителей документа, данный шаг позволил бы бизнесу, который и попадает по требованиям использования лицензионного ПО, сохранить свою работоспособность в условиях отключения доступа к необходимым программным продуктам. То есть вы понимаете, да, что компании, которые используют определенное ПО лицензионное, они его не смогут применять, ну и во всяком случае обновлять и так далее. И данные законы и мероприятия будут действовать до тех пор, пока не появятся какие-то государственные аналоги, ну или не снизится санкционное давление или их полностью не уберут. Как все это будет реализовываться, пока что не ясно. Но если верить источнику «Коммерсанта», то часть обозначенных в документе мер уже начала претворяться в жизнь. И к слову, заместитель губернатора Свердловской области, он же Намедни, предложил снять блокировку даже с популярнейшего торрент-трекера Road Tracker. Правда, в этом случае речь шла о сохранении для граждан России именно доступа к фильмам и от киностудий, которые приостановили прокат своих лент в России. Поэтому за игры, какие-то программы речи пока что не шло. Ну, к разным игровым компаниям, помимо CD Projekt Red, Remedy, GSC, Bloomberg и других, присоединились теперь и издатели Take-Two Interactive. Ну, то есть присоединились к ограничениям на территории России и некоторые, насколько я знаю, даже в Беларуси. И, к слову, это уже не просто какая-то дочерняя компания, это, мать компании, что ли. Она включает в себя дочерние компании в лице 2K Games, Private Division, ну и ряд других, которые менее популярны и не так на слуху. Если вы же все равно не в курсе, что за проект они делали, то такие тайтлы, как, я думаю, Мафия, Sid Meier's Civilization, XCOM, Borderlands и ряд других, это вот как раз таки детища от 2K Games. И по словам вице-президента Take-Two Алана Льюиса, после серьезного обсуждения компания решила остановить новые продажи, а также установки и маркетинговую поддержку продуктов от всех входящих в нее состав лейблов. На вопрос, насколько долго это продлится, пока что неизвестно никому. В то же время, буквально на днях и вчера я вам показывал, что происходит на рынке РФ с ценами на процессор. Ну, за видеокарты я вообще молчу, там и так полная содомия. Но вот на западной части планеты ситуация совсем другая. Эксперты отмечают, что уже на вторую неделю марта цены снизились до отметки, которая была зафиксирована еще до начала 2021 года. И, как мы видим, лучше всего дела обстоят с графическими чипами именно от производства AMD. А говоря же за конкретные даты, то вот именно на 6 марта цены на продукцию красной именно компании, ну то есть AMD, превышали рекомендованные цены всего лишь на 35%. Да, конечно, сейчас мы с вами говорим именно о европейских ценах, но тем не менее, они не привязываются к доллару и пересчитываются в евро с учетом уже налогов. И вот, к примеру, та же RTX 3050 в США сейчас стоит 250 баксов, а в Европе ее стоимость стартует с 280 евро, то есть рассчитывайте на 300 долларов. Если же мы говорим с вами за противоположную компанию от красных, то есть Nvidia, то продукция этой компании, конечно, подороже, на 41% выше от RRC, то есть на 6% больше, чем AMD. Ну, здесь причина, в принципе, понятная, потому что видеокарточки RTX 3000 серии, да, собственно, не только они для майнинга, получше подходят. Причем это если мы даже с вами говорим за LHR, то есть блокировка хешрейта на самих видеокартах, и даже в этом случае все равно это брать выгодно, учитывая еще и плюс уже готовую там не на 100% разблокировку, и все это даже в сравнении с видеокартами от AMD, это даже Radeon RX 6000 серии. То есть, короче, майнить выгодно до сих пор. Хотя эксперты полагают, что дальнейшее удешевление графических чипов, все-таки столкнется с рядом определенных препятствий. В первую очередь упоминается политический кризис и неопределенность на биржах. Плюс сюда стоит прибавить резкий рост цен на энергоносители, что станет явно неприятным моментом для экономики большинства стран. И вполне возможно, что покупательская способность, во-первых, снизится, а ритейлеры в свою очередь попытаются компенсировать ущерб как раз таки
таки за счет роста розничных цен на карты. Ну а если говорить за США, то там постабильнее, и аналитики уверяют, что дешевеющий сейчас эфир открывает большие перспективы для снижения цен на видеокарты. Точных прогнозов, конечно, пока что нет, но опять же, не стоит забывать, что осенью AMD и Nvidia выпускают новые поколения видеокарт, а это явно позитивно скажется на ценообразовании вообще на всем рынке видеокарточек. И я уже молчу за AMD, которые в апреле готовят обновленную серию флагманских Radeonов, то есть тот же флагман RX 6950 XT. И, естественно, не забываем за хоть и отодвинутую в релизе уже не один раз, но тем не менее RTX 3090 Ti. Плюс я еще должен упомянуть Ada Lovelace, которая выйдет в сентябре-октябре, то есть новые видеокарточки серии RTX 4000. Так что рыночек еще будет очень и очень интересный. И, друзья, прежде чем мы продолжим, все же я не могу промолчать. Большое вам спасибо за то, что поддержали меня подпиской на Patreon после того, как YouTube отключил монетизацию и после того, что случилось вообще в целом мире. Это сейчас очень критически важно, я вам за это признателен, низкий поклон. И, конечно, отдельное большое спасибо за те ваши донаты, которые вы производили. Очень приятно. Поехали дальше продолжать. Ну, ребятки, похоже, школьникам теперь действительно придется взяться за учебу, потому что TikTok вводит ограничения на распространение нового контента и стримы в России. Напомню, что принадлежащий китайской компании ByteDance сервис TikTok появился относительно недавно, но уже завоевал огромную популярность во всем мире, особенно среди молодого поколения. И еще в 2021 году TikTok стал самым популярным доменом в мире, он даже обогнал что Google, что YouTube. Сам же сервис позволяет создавать и просматривать короткие видеоролики, сейчас вроде бы даже вводили уже не короткие, по-моему, до 10 минут. Ну а в самом Китае сервис работает под именем Douyin и хостится на отдельном сервере, из-за цензурных запретов. И вот, информационный ресурс RIA сообщил о прекращении соцсетью TikTok распространения нового контента на территории России. И под запрет также попадают и стримы. Причиной наложения ограничения послужил закон о фейках, который недавно приняли в России. А сам же закон предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение ложных сведений о действиях вооруженных сил РФ. А сама же компания, которая является и владельцем сервиса TikTok, указывает на приоритетность безопасности своих пользователей, и собственных сотрудников, и, соответственно, называет предприятия меры вынужденными. При этом служба обмена сообщениями продолжит функционировать, а компания обещает следить за меняющимися обстоятельствами. И возобновить пакет полных услуг, как только все это, скажем так, наладится текущая обстановка. Тем не менее, встроенное в приложение TikTok Messenger продолжит работать, ровно как и возможность просмотра уже существующего контента. Ну и, друзья, последняя новость на сегодня. Visa и MasterCard опубликовали в субботу отдельные заявления, в которых объявили о своих намерениях приостановить все операции в России. Да, скоординированные усилия двух крупнейших кредитных сетей в мире – еще одна попытка усилить давление на российскую экономику. Сами же объявления были сделаны еще в тот день, когда письмо от PayPal, было отправлено вице-премьер-министру Украины. В самом письме четко говорится о том, что они поддерживают воюющую страну и намерены предпринять аналогичные шаги, чтобы приостановить работу российских служб. Это что касается PayPal. Теперь что говорят за Visa и MasterCard. Они, перекликаются с аналогичными настроениями, ссылаясь на неспровоцированное вторжение России в Украину и беспрецедентный характер нынешнего конфликта. Более того, это решение было принято вслед за недавними санкциями, которые ограничили или исключили российские банки из систем обмена сообщениями SWIFT, что и отрезало, конечно, большинство российских банков от связи с остальным миром с помощью сети. И чтобы вы понимали, такие действия от Visa и MasterCard означают, что в течение нескольких дней любые карты, которые выпущены внутри страны, перестанут работать за ее пределами. Кроме того, любые карты, выпущенные за пределами России, больше нельзя будет использовать в российских предприятиях или банкоматах. Но кредитные сети были не единственные, кто предпринял большие шаги, чтобы подорвать российскую экономику. В субботу в письме от PayPal вице-премьер-министру Украины Михаилу Федорову была изложена поддержка компании, которая включает расширенную платформу для пожертвований, а также намерение компании приостановить любые услуги PayPal в России до дальнейшего уведомления. Решение же компании также препятствует перемещению российских средств через сервис PayPal Xum, который позволяет переводить средства внутри страны или между пользователями в десятках разных стран мира.
Ну а при этом крупнейший в России государственный кредитор Сбербанк России ПАО сообщил пользователям, что они по-прежнему смогут снимать и переводить наличные, а также платить в обычном режиме как в российских интернет-магазинах, так и в обычных. И по данным банкам, российские транзакции не используют иностранные платежные системы, а проходят через национальную систему платежных карт страны. И более того, даже биткоин и другие криптовалюты начали попадать в центр внимания, потому что финансовые трудности в России продолжают расти. На такие биржи, как Coinbase и Binance, оказывается повышенное давление, чтобы заблокировать доступ для российских клиентов. Но, правды ради, стоит сказать, что организации еще не предприняли никаких шагов. И даже если биржи заблокируют доступ, то само понятие децентрализованного характера криптовалют, делает почти невозможным оттолкнуть от нее пользователей. Ребята, такие вот моменты. На сегодня у меня для вас все, друзья. И еще раз повторюсь, и буду повторяться не раз, спасибо за вашу поддержку в виде подписок на Patreon. Это прям невероятно. Ну а с вами, как всегда, был Human, и как всегда, если есть возможность, кайфовой вам игры.